Всем привет! С вами Анна Тьмерова. Сегодня мы с вами встретились для того, чтобы сделать вот такой вот букет своими руками. Букет из колбас, сыров, перца чили, помидоров черри и, конечно же, бутылочкой коньяка. Как его делать, смотрите в этом видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Думаю, им тоже будет интересно сделать такой аппетитный букет для своих мужчин. Так как букет у меня из колбасы и сыров, то, естественно, я беру колбасы разных видов. У меня вот такие охотские и охотничьи колбаски, плюс маленькие колбаски с разными вкусами. Также я беру сыры. Сыр я тоже взяла разных вариантов, для того, чтобы он был эффектнее в моем букете. Еще я беру 2 палки колбасы. Специально выбирала их разных оттенков, чтобы они тоже смотрелись в букете более гармонично, более красиво. Острый перец чили. И вот такие вот маленькие помидорки черри прямо на веточках. Мой букет будет с коньяком, поэтому я беру бутылочку коньяка. Также моему букету я добавлю зелень. В качестве зелени я взяла розмарин и шалфей. Собирать букет я буду на шпажке. Шпажки я беру 30 сантиметров длиной. Вы можете взять покороче. Я просто буду их отрезать, мне так удобнее. Еще беру веревочку, тейп-ленту зеленого цвета и скотч. Не забываем про инструменты для букета. Это ножницы, степлер и резиновые перчатки. А упаковывать букет я буду в такой вот белый фетр. И прозрачную пленочку нам тоже будет нужна. Колбасу 2 видов я нарезаю пополам и креплю ее на шпажке. Беру охотские колбаски и их тоже нарезаю пополам. Вставляю их на шпажки по одной штучке. Вот так вот собираю все колбаски на шпажке. Маленькие колбаски я тоже собираю на шпажке. Длинные я собираю просто на шпажке по одной штучке. Они достаточно плотненькие такие и вставляются не очень легко, поэтому тут придется немножко приложить усилия. А эти колбаски я беру по цвету и прикрепляю вот так вот наискосок. Вставляются они очень нелегко, поэтому немножко прилагаем усилия. И вот так вот нанизываю колбаску на колбаску. Вот так вот нанизываю сами колбаски наискосочек. Теперь приступаю к сыру. Беру косичку, режу ее пополам. В косичку вставляю 2 шпажки, так чтобы они смотрели немножко в разные стороны. За счет этого косичка будет лучше держаться. И вторую точно так же креплю на 2 шпажки. А палочки креплю на шпажке по одной штуке. Вот так вот у нас сыр закреплен на палочке. Остался сыр в виде кружочков. Его я буду крепить как маленькие колбаски насквозь на палочке, нанизывая сразу по несколько штучек. Будут они смотреться как колоски. Выглядит как шашлык, только из сыра. Следующим этапом приступаю к креплению перцев. Их я креплю на 2 шпажки с 2 сторон, прокалывая сквозь зеленую основу. Так ваши перцы будут лучше держаться. А вот что касается помидоров, то их я не хочу прокалывать. Их можно прокалывать насквозь, но в этом случае они будут держаться гораздо хуже, потому что в них много сока. Я их решила закрепить просто на шпажку. Для этого беру тейп-ленту и шпажку наполовину обматываю тейп-лентой. У меня получается вот такая зеленая палочка. Отрезаю кусочек тейп-ленты, чтобы было удобнее с ним работать. Веточку я беру помидорками вниз, чтобы в букете это смотрелось красиво. Ставлю к этой веточке палочку, отрезаю кусочек тейп-ленты и обматываю ветку с палочкой вместе. Начиная с самого верха, начинаю соединять веточку с палкой. И так ветка с томатами у нас будет хорошо держаться в самом букете и не будет падать. Главное, чтобы веточка с томатами была свежая, иначе томаты просто попадают сами по себе. Вот такая ветка с томатами у меня получается, которую мы и будем добавлять в наш букет. Для букета я возьму 2 веточки
Я их закрепила. Осталось зафиксировать зелень. Зелень я тоже буду фиксировать на палочке. Беру веточки розмарина примерно одной длины и соединяю их друг с другом. Можно по 2 веточки, можно по 3, можно соединять по одной. Соединяю также при помощи тейп-ленты. Если у вас нет тейп-ленты, вы можете взять узкий скотч и на этот скотч зафиксировать зелень. Так я фиксирую нужное количество веточек для букета. Шалфей мы тоже фиксируем на палочке. И вот таким образом я креплю всю зелень. И теперь следующим этапом мне нужно закрепить коньяк. Коньяк я буду крепить на шпажке при помощи скотча. Сначала приклеиваю скотч одним слоем на саму бутылочку, и после этого начинаю прикладывать в разных местах шпажки и приклеивать скотч. При этом следите за тем, чтобы скотч натягивался немножко потуже, чтобы шпажки плотненько держались и скотч хорошенько приклеивался к бутылке. Так я вставляю шпажки с разных сторон вокруг бутылки. Конечно же, можно крепить сам коньяк на анкор скотч. Это специальный флористический скотч, который легко отдирается от самого стекла, и на стекле не остается никаких следов. Но так как у вас наверняка нет такого скотча, я показываю с обычным скотчем, как это можно сделать. Легко и просто. Креплю скотч немножко выше самих шпажек тоже, для того, чтобы была фиксация не только на шпажках, но и на самой бутылочке тоже. Так у вас бутылочка точно не вылетит. Вот так вот я фиксирую саму бутылочку. Надпись у нас будет видна, а все остальное мы закроем. И после того, как мы все зафиксировали на шпажке, начинаем собирать букет. Начинаем собирать букет, естественно, с центральной композиции. Это с бутылки. К этой бутылке я начинаю прикладывать колбасы и зелень. Прикладываю колбасу и фиксирую на скотч. Скотчем фиксируем потуже, для того, чтобы у вас букет плотненько держался. И смотрите, маленькая хитрость, которую я обнаружила буквально только сегодня. Когда вы работаете с резиновыми перчатками, скотч к вашим рукам не прилипает, что очень удобно при сборке фруктовых букетов и мясных букетов. Беру следующую колбаску и прикладываю ее с другой стороны. И тоже фиксирую на скотч. И так вот, прикладывая разные продукты, я собираю сам букетик. Сразу же в промежутке можно ставить зелень и заполнять букетик зеленью. Уже у нас получается вот такой вот букетик. Сюда колбас можно добавлять сколько угодно. Чем больше вы хотите букет, тем больше вы добавляете продуктов. Смотрите, какая красота у нас уже получается. Задекорируем ее красивыми колбасками и зеленью. И сейчас у нас получается с вами вот такой вот богатый, насыщенный мясными и сырными деликатесами букет с добавлением ароматной зелени, перцев чили и помидорок черри. Теперь я кусачками аккуратненько выравниваю нижний край, чтобы не было торчащих острых концов и чтобы ручка у нас была одной длины. И после этого ручку мы полностью обматываем скотчем. У нас получился вот такой букетик, его осталось всего лишь упаковать. Для упаковки я беру сначала прозрачную пленку, кладу немножко углом, чтобы весь букетик у нас уместился. Отрезаю кусочек пленки, он у меня 46 сантиметров шириной, и аккуратненько я упаковываю этот букет сначала в эту пленочку. Лишний уголочек можно просто убрать тихонечко. Фиксирую краешек скотчем, чтобы он не распускался, и в обратную сторону мы крепим его липким скотчем. Сверху у меня липкая сторона, а кончик я переворачиваю и креплю. И здесь у нас получается липкая часть. Теперь заворачиваю точно так же другую сторону. Снизу оборачиваю скотчем. И теперь у нас получается букет обернут в обычную прозрачную пленочку. Беру упаковку, теперь не прозрачную, кладу в нее букет и отрезаю ее длиной такой, чтобы букет можно было обернуть полностью. У меня длина упаковочки получается 50 сантиметров. Теперь ее загибаем в сторону букета. Загибаю вот так вот
краешек, потом загибаю еще раз, так, чтобы у меня получился край, плавно переходящий вниз букета. Для того, чтобы он не распустился обратно, я его фиксирую степлером. И точно так же оборачиваю с другой стороны. Получается вот так. И теперь снизу мы фиксируем. Можем зафиксировать сначала степлером, чтобы он не распускался, и обматываем скотчем. Обматываем туго, чтобы упаковка держалась, не ерзала, никуда не убегала. Можно было просто перевязать веревочкой, тут как вам удобно. И теперь закрываем нижнюю часть. Для этого я вырезаю такой прямоугольничек 40 сантиметров шириной и 50 длиной. Кладу букетик. Можно его положить углом, можно положить не углом, тут как вы хотите. И закрываем вот так вот букет со всех сторон. И здесь я уже перевязываю просто веревочкой. И здесь я завязываю бантик. И вот такой вот букет у нас с вами получается. Букет для настоящего мужчины. Вот такой букет у нас с вами получился, и мы его сделали своими руками. Думаю, от такого букета не откажется ни один мужчина и ни одна женщина, которая любит такие деликатесы. Обязательно делайте этот букет вместе со мной. Радуйте своих родных и близких вкусными букетами из сыров, колбас и с бутылочкой коньяка. Думаю, такой букетик им понравится, придется по вкусу. И, конечно же, они будут благодарны вам за то, что вы сделали такой букет для них своими руками. Я же с вами прощаюсь. С вами была Анна Тюмерова. Спасибо, что вы были со мной, вместе со мной делали этот букет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорой встречи. Пока-пока!